Россияне перестали покупать даже «Ладу Гранту». Склады забиты, но АвтоВАЗ продолжает грузить машины и повышать цены. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Сегодня российский автомобильный рынок все больше напоминает надутый пузырь, который с каждым днем становится все ближе к неминуемому и громкому разрыву. Цены на машины взлетели в небеса. Витрины автосалонов пестрят неизвестными марками, а у покупателей исчезло ощущение уверенности в завтрашнем дне. Похоже, что первые тревожные сигналы уже поступили. Продажи даже самой доступной «Лады Гранты» резко сократились. Склады ломятся от невостребованных автомобилей. Дилеры откровенно бьют тревогу. Неужели перед нами начало той вакханалии, что происходило на рынке последние несколько лет? Похоже, что настал момент признать, рынок трещит по швам. Многие аналитики уверены, что именно этот год станет поворотным для российского автопрома. И если вдуматься, то одной из ключевых фигур в сложившейся ситуации стал АвтоВАЗ. После массового ухода зарубежных брендов, отечественный гигант действительно попытался исправить ситуацию, представив множество новых моделей. Но постоянные обновления начали скорее раздражать, чем радовать. Ведь нормальной налаженной работы так и не получилось добиться. Тем временем покупатели все чаще отворачивались от отечественных новинок, делая выбор в пользу китайских автомобилей. АвтоВАЗ осознал, что ситуация выходит из-под контроля, решился на радикальные меры, с поддержкой Минпромторга был увеличен утилизационный сбор. Первый скачок произошел в 2023 году, затем последовало еще одно повышение, и теперь даже некогда доступные китайские машины стали роскошью для среднестатистического россиянина. Под удар попала и собственная продукция АвтоВАЗа, ведь утилизационный сбор включен и в ее стоимость. Друзья, для тех, кто планирует покупку автомобиля, хотел вам порекомендовать рассмотреть покупку под заказ из Японии, Кореи или Китая. Сегодня это как никогда выгодно, ведь вы не платите коммерческий утиль-сбор, накрутки продавцов, по сути привозите себе авто по себестоимости. Выгода сегодня до 40% с рынком РФ. К тому же в странах Азии нет скрученных пробегов, у них хорошее, а самое главное прозрачное техническое состояние автомобилей. Если хотите приобрести авто выгодно, в этом вам поможет АвтоАзия. Ребята работают давно, честно и качественно. Выполняют полный спектр услуг от подбора авто за границей до растамаживания и отправки к вам в город. Проведут всю процедуру под ключ. Они ведут свой YouTube канал, где освещают всю свою работу, также рассказывают все тонкости и подводные камни в этой сфере. Рекомендую подписаться. Также у ребят есть свой сайт, где каждый желающий может абсолютно бесплатно рассчитать любой автомобиль. Ну и собственно телеграм-канал, где ежедневно публикуют покупки клиентов со всей России, также последние новости и цены. АвтоАзия уже больше 6 лет на рынке и заработали твердую репутацию надежного поставщика автомобилей, о чем свидетельствуют сотни отзывов довольных клиентов. За покупкой автомобиля в АвтоАзию по ссылкам в описании, а мы идем дальше. Если взглянуть на соседние дружественные страны, то там лады стоят заметно дешевле. А ведь по принятой стратегии рост утилизационного сбора будет продолжаться вплоть до 2030 года. Хотя уже сейчас последствия налицо. Мы видим результат этих действий. Вместо того, чтобы устранить конкуренцию со стороны китайских брендов, АвтоВАЗ сам загнал рынок в тяжелейший кризис. Продажи «Лады Гранты» резко пошли вниз, склады переполнены, а сам завод продолжает бездумно отгружать машины в регионы, даже не задумываясь о спросе. Статистика говорит сама за себя. Среднемесячный объем продаж всех версий Гранты составил всего 10 545 автомобилей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял в среднем 17 582 машины в месяц. На региональных складах накопились запасы, которых хватит на 3 месяца продаж без новых поставок. Однако АвтоВАЗ упорно игнорирует реальность, продолжая нагнетать ситуацию и не снижая объемы производства. Почему даже самая доступная машина страны перестала пользоваться спросом? Причин несколько. Одной из них стало прекращение суммирования заводских скидок с льготами по госпрограммам.
что сделало покупку автомобиля гораздо менее выгодной для потенциальных покупателей. Другая проблема заключается в том, что перекупщики научились использовать поддельные документы участников СВО, покупая автомобили по сниженным ценам и затем перепродавая их на 100 тысяч дешевле официальной стоимости у дилеров. Это породило нездоровую конкуренцию, отбивая желание у честных покупателей связываться с дилерскими центрами. Нельзя не упомянуть и восприятие самой Гранты. Несмотря на многочисленные попытки АвтоВАЗа модернизировать модель, большинство покупателей по-прежнему считают ее устаревшей. А когда рядом на витрине стоит китайский автомобиль с современным дизайном, достойным уровнем технологий и комфорта, пусть и дороже, выбор становится очевидным. Самым же весомым фактором падения интереса стало банальное отсутствие доступности. Цена в 1 миллион 300 тысяч рублей за Ладу Гранту – это не просто стыд для производителя, а показатель катастрофических ошибок управленцев и менеджеров компании. Куда движется рынок? Перспективы не радуют. Цены остаются запредельными. Искусственно созданные преграды продолжают душить спрос, а политика производителей выглядит все менее адекватной. Если АвтоВАЗ не пересмотрит свою стратегию, не начнет учитывать реальные запросы рынка и не услышит своих дилеров, ситуация будет только ухудшаться. И в конечном итоге это может привести к серьезным финансовым потрясениям и, возможно, обернется кризисом для всей отрасли. Спасение может прийти через снижение утилизационного сбора, адекватную ценовую политику и активное развитие новых действительно нужных моделей. Но пока, глядя на переполненные склады с Грантой, трудно поверить в светлое будущее. Все идет к тому, что надутый автомобильный пузырь вот-вот лопнет, оставив после себя серьезные последствия как для производителей, так и для простых покупателей. Но тут, собственно, три причины падения спроса: низкие зарплаты, дорогие кредиты, ну и за 1,3 миллиона брать то, что стоит 400 тысяч, как-то такое себе разводилово. На недавней презентации особенно запомнилась фраза, прозвучавшая от президента АвтоВАЗа Максима Соколова во время беседы с журналистами. Отвечая на вопрос о том, когда ждать нового повышения цен, он сказал буквально следующее: АвтоВАЗ будет индексировать цены. Не индексировать их невозможно. Даже если на тебя давят сроки, конкуренция или демпинг со стороны партнеров. Рост – это когда выше инфляции, а пока нет, это просто индексация. По закону я не могу об этом прямо говорить, так что рассуждаю теоретически, как в песне Comedy Club. Если трактовать это заявление буквально, становится понятно, ценник будет расти, несмотря на ситуацию на складах и плач дилеров. Производитель намерен индексировать, как бы это ни называлось, и параллельно продолжать забрасывать склады новыми машинами. И чем дольше будет сохраняться этот курс, тем сильнее будет давление избыточных стоков на всю систему. А что будет дальше? Кажется, ответ очевиден. Новая Лада Искра попадет в условия, где избыточное предложение уже душит спрос, и старые модели занимают место на складах. Чтобы старт новинки оказался успешным, АвтоВАЗу придется снова идти на суммирование скидок и заводских, и по госпрограмме. Но тут возникает вопрос: если на две основные модели Гранту и Весту уже не хватает ресурсов на такую поддержку, то как она может одновременно быть обеспечена для Искры? Логично предположить, что кто-то из этой троицы в итоге останется без скидок, а может и сразу двое. И в этом случае Гранта или Веста, а возможно обе, окажутся в тени, без поддержки, без интереса, без покупателей. Тревожные перспективы, особенно если вспомнить, что надежды на возвращение французов с каждым месяцем тают. Если все останется как есть, АвтоВАЗ рискует окончательно превратиться в планово-убыточное предприятие, если, конечно, этим оно уже не стало. Что думаете об этом? Пишите в комментариях, сейчас каждое мнение важно. Ну и обещанная мною шутка. Женщина в автосервисе. Дама, вам нужно поменять коробку передач. Ой, а что это такое? Даже две. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.